Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку очень простым, очень интересным летним узором. Узор всего 4 ряда. Вязала пряжей Yarn Art Jeans, крючок брала 2,5 мм. Набрала 29 воздушных петель, 25 петель узора и 4 петли подъема. И сейчас в пятую петлю от крючка провяжу столбик с 2 накидами. Делаю 2 накида на крючок и в пятую петлю ввожу крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Провязали. 2 накида на крючок. В это же основание провяжу столбик с 2 накидами. Провязали. 2 накида на крючок и в это же основание третий столбик с 2 накидами. Провязали. Воздушная петля. Сейчас на основании отсчитаю 5 петель и в шестую петлю провяжу столбик без накида. Провязали. Воздушная петля. Снова отсчитываю 5 петель и в шестую провяжу столбик с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. И еще в это же основание провяжу 2 столбика с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. И в это же основание третий столбик с 2 накидами. Провязали. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида на крючок. В это же основание провяжу еще 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. Так. И третий столбик с 2 накидами в это же основание. Провязали. Воздушная петля. Снова на цепочке отсчитываю 5 петель и в шестую петлю буду провязывать столбик без накида. Так, продолжаем вязать первый ряд. Воздушная петля, 2 накида на крючок и в последнюю петлю цепочки провяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами. Провязали. Третий столбик с 2 накидами. И завершаем ряд столбиком с 2 накидами. То есть в одно основание у нас здесь провязывается 4 столбика с 2 накидами. Готов первый ряд. Воздушная петля подъема. Переворачиваем вязание. Провяжем в основание столбик без накида. И переходим ко второму ряду. Провяжу цепочку из 5 воздушных петель. 4, 5. Провязали цепочку из 5 воздушных петель. Делаем 2 накида на крючок. Вот группа из 3 столбиков с 2 накидами.
В эти столбики мы провязываем изнаночные рельефные столбики с 2 накидами, незавершенные. Первый провязали столбик лицевой, изнаночный, рельефный, незавершенный. Второй и третий изнаночный рельефный столбик незавершенный. Провязали. Снова делаем 2 накида на крючок. И вот следующая группа из 3 столбиков с 2 накидами предыдущего ряда. Здесь также вяжем изнаночные рельефные столбики с 2 накидами, незавершенные. Второй из этой группы изнаночный рельефный незавершенный столбик. И третий изнаночный рельефный незавершенный столбик с 2 накидами. Вот у нас образовались петли, провяжем их вместе. Соединили 2 лепесточка вместе. Теперь провяжем 5 воздушных петель, цепочку. Провязали. И в арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда провяжем столбик без накида. Снова цепочка из 5 воздушных петель. Провязали. И снова соединяем лепестки. Делаем 2 накида на крючок и вяжем изнаночный рельефный столбик с 2 накидами незавершенный. Снова 2 накида на крючок, вяжем изнаночный рельефный столбик с 2 накидами незавершенный. Снова 2 накида на крючок и вяжем изнаночный рельефный столбик с 2 накидами незавершенный. Переходим к следующей группе столбиков. 2 накида на крючок, изнаночный рельефный столбик с 2 накидами незавершенный. 2 накида на крючок, изнаночный рельефный столбик с 2 накидами незавершенный. Провязали. И последний столбик изнаночный рельефный с 2 накидами незавершенный. Провязали. Теперь все петли провяжем вместе. Провязали. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Столбик без накида. Закончили второй ряд. Переходим к третьему ряду. Воздушная петля, переворачиваем вязание, столбик без накида в основание, воздушная петля. И теперь там, где мы соединяли 2 лепестка, будем провязывать 3 столбика с 2 накидами. Первая группа столбиков. Первый столбик провязали, второй столбик с 2 накидами. В это же основание третий столбик с 2 накидами. Три воздушные петли, 2, 3. И в это же основание провяжем еще 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. В это же основание. И третий столбик с 2 накидами. В это же основание. Провязали. Воздушная петля. В
столбик без накида предыдущего вяжем столбик без накида, воздушная петля, 2 накида на крючок, и в места соединения лепестков в предыдущем ряду провяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами, в это же основание второй столбик с 2 накидами, и в это же основание третий столбик с 2 накидами. Провязали 3 воздушные петли, в это же основание провяжем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами, 2 накида на крючок, второй столбик с 2 накидами, 2 накида на крючок, и в это же основание третий столбик с 2 накидами. Провязали. Воздушная петля и провяжем столбик без накида, закончим третий ряд и переходим к четвертому ряду. Вяжем 4 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4, переворачиваем вязание, два накида на крючок и вяжем изнаночные рельефные столбики с 2 накидами незавершенные. Сейчас нам надо провязать 3 незавершенных изнаночных рельефных столбика с 2 накидами. Провязали 3 незавершенных столбика с 2 накидами, все петли на крючке провяжем вместе. Теперь провяжем цепочку из 5 воздушных петель. В арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда провяжем столбик без накида. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь нам нужна следующая группа столбиков и следующая за ней. То есть соединяем 2 группы столбиков. Сначала провяжем первые 3 изнаночные рельефные столбика с 2 накидами. Вяжем незавершенные столбики. Будем соединять лепестки. Провязали столбики первого лепестка. Теперь переходим ко второй группе столбиков. Также вяжем изнаночные рельефные столбики с 2 накидами незавершенные. Это будет второй лепесток. Второй незавершенный столбик изнаночный рельефный с 2 накидами. И третий изнаночный рельефный столбик с 2 накидами незавершенный. Провяжем все петли на крючке вместе. Провязали. Теперь цепочка из 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. В арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда провяжу столбик без накида. Провязали. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем 3 незавершенных столбика изнаночных рельефных с 2 накидами. Первый незавершенный столбик изнаночный рельефный с 2 накидами. Второй изнаночный рельефный столбик незавершенный с 2 накидами. И третий изнаночный рельефный столбик незавершенный с 2 накидами. Провязали.
Теперь провяжем еще один столбик с 2 накидами для того, чтобы закончить ряд. Еще один незавершенный столбик, и теперь провяжем все петли вместе. 4-й ряд готов. Далее узор будем повторять с 1 по 4 ряд. Будем вязать полосу. Я буду вязать полосу, равную обхвату головы. Повторяем узор с 1 по 4 ряд. Узор получается двухсторонний. Вот так это выглядит на изнанке. Такие ромбики какие-то получаются интересные. Мне кажется, тоже как вариант интересный узор. И на лице это выглядит, ну, то ли бабочки, то ли цветы. Тоже очень красиво. И решила по краям сделать обвязку. Обвязка у нас получается таким зубчатым краем. Вводим крючок, вытягиваем петлю, 2 петли, оборачиваем рабочей нитью, провязываем их вместе, эти 2 петли. Снова вводим крючок, оборачиваем рабочей нитью эти 2 петли и провяжем их вместе. И так будем обвязывать обе стороны для того, чтобы придать законченный вид нашей повязки. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!